Congratulations on the win. How did you feel about your performance and about Pat Healy's performance? Во-первых, поздравляем тебя с победой. Как ты оценишь свое сегодняшнее выступление и также своего оппонента? Ну, оппонент у меня был из десятки лучших бойцов мира. И сам, я думаю, мне просто надо пересмотреть бой. Мне кажется, я был чуть-чуть сумбурный в стойке, потому что вначале чуть-чуть растерялся, пока не вошел. Ну, в целом, я думаю, нормально. Ну, все-таки мне надо будет с отцом сесть и посмотреть мой бой и проанализировать. I really need to sit down with my dad, my coach, who is my dad, and I need to really analyze the fight. I think I may have been not as composed as I would like to be in striking, but I just really got to sit down and just watch the tape and see what's going on there. Some on social media are saying that maybe you should fight TJ Grant next for #1 contender. Does that fight interest you? Тебя интересует бой с Ти.Джей Грантом? Меня не интересуют какие-то особенные имена. Меня просто интересует напарник или, можно сказать, противник, который меня приблизит к титулу. I'm really, no names in particular, but I'm more interested in any opponent that will get me closer to the title. Let's talk about the guy you fought tonight, Pat Healy. He's obviously one of the biggest lightweights in the division. Did that pose any extra problem for you, or were you just able to handle it with no difficulties? Твой оппонент один из самых больших физически, а в твоем дивизионе это создало тебе какие-либо проблемы? Честно сказать, я не почувствовал его физику. И я, наверное, думаю, вы тоже не почувствовали, потому что я все время контролировал поединок, кроме некоторых моментов. Ну, мне уже не привыкать, я все время дерусь с большими противниками, например, с Глейсон Тибао. Глейсон не меньше, чем Пэт Хилли, и я особо не почувствовал его физику. Quite honestly, I really didn't notice anything in particular as far as his size. I fought Gleison Tibau in the past, and I think he was a lot stronger and he was a lot bigger. So, I really didn't notice it, quite honestly. As you're in this situation right now where realistically you could be one fight away from that title, is it a bit of a predicament now with your teammate challenging for the lightweight title? Is that something you're going to have to sit down and discuss if that could be a possibility next year? Ты, можно сказать, один бой от титула. То, что твой товарищ по команде Джош Томпсон будет драться за титул, и, возможно, вы встретитесь, это создает тебе какие-либо проблемы или тебя ставит в такую неудобную ситуацию? Ну, я повторюсь, я просто не хочу вперед забегать и заглядывать вперед, там, что будет, кто выиграет, если выиграет. Просто мы подождем, и время все расставит на свои места. I really don't want to jump ahead, I want to see what's going on. I want to see what happens in December, and then we'll go from there. Now, I'm told the hat is a shepherd's hat. When you put it on your opponents, is that a psych out or is that like a hospitality thing? Мне сказали, что это головной убор твоего народа, это пастушья шапка, папаха. Когда ты одел ее на своего соперника на взвешивании, ты хотел его сбить, психологию его, или просто это было добро пожаловать, так сказать? Нет, это была просто шутка. Мы там за кулисами, он поинтересовался моей шапкой. Я говорю, если хочешь, я на тебя одену ее на взвешивание. Людям может понравиться. И просто одел на нее. Really it was just, backstage we were talking to him. He was asking about the hat. And I said, what, if you want, I can put it on you during the weigh-in. And he said, yeah, sure, why not? And we did it. It seemed like you slowed down just a little bit during the second round and then fired up again in the third. Was it a strike that he caught you with or anything special that caused that? Во втором раунде ты немного замедлился, но в третьем раунде опять взорвался, пошел вперед. Он попал тебе во втором раунде как-то? Надо будет посмотреть. По-моему, попал. По-моему, один раз и в голову, и в корпус попал. Но это же бой, это один из лучших бойцов мира. И там все бывает. Наверное, попал. Надо посмотреть. I gotta watch the tape. Honestly, I don't remember it right now, but I think he did. Because I think he did, and he's a great fighter. But I think he may have caught me a little bit in a second. You had the good slam where you picked him up, walked him across the cage, and put him down. Is that an intentional shout out to Matt Hughes? Он говорит, у тебя очень хорошо получилось его поднять и опять же через всю клетку протащить и бросить его. Ты хотел, чтобы Мэтт Хьюз заметил это или чтобы в его честь это сделать? Ну, знаете, когда был молодой, все время смотрел UFC клипы, UFC бои. И по-любому, когда будешь молодым, все время представляешь, как ты будешь себя
чувствовать в клетке. И когда я схватил его обе ноги, я подумал, почему бы и нет, почему бы не исполнить свою мечту. Потому что я все время смотрел Мэтхьюза бои и просто попробовал, получилось. You know, I was watching a lot of UFC as I was growing up. I was watching Matt Hughes, of course, and I remember that particular move. And you know, it was kind of my dream one day to do that in the cage. And you know, obviously, I just wanted to make my dream come true. Now, you mentioned how your dad is one of your coaches. He also coaches Rustam Khabib. Is there anyone else from Dagestan we need to look out for? Because it seems like you guys are taking over. Твой отец – это твой тренер, естественно. Также он тренировал Рустама Хабилова. У вас, видимо, есть серьезные ребята в вашем лагере. Кого-либо еще нам надо ожидать? Вы знаете, Рустам Хабилов, я, Шамиль Завуров, Магомед Расул Хазбулаев, Азамат Гашимов. Просто можно перечислять бесконечно. Очень много хороших бойцов выросло у нас в зале перед моим отцом. И сейчас растут молодые. Отец, я считаю, что это один из лучших тренеров в Восточной Европе по смешанным единоборствам. You know, my father, I think, is one of the best in Eastern Europe in mixed martial arts as a coach. And, you know, he coached a lot of great fighters, myself, Rustam Khabilov, Azamat Gashimov, and Hasbulaev, and many, many others. So, you know, there's a lot of new guys, up-and-coming guys that you guys will be seeing very soon.